Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. И это видео, опять же, по делу об убийстве Ирины Фарион, которое уже идет полным ходом. Но сегодня я хочу заострить ваше внимание на одном из самых слабых и, по сути, критических мест всего обвинения, на так называемой портретной экспертизе. Друзья, основной упор обвинения в том, что именно Вячеслав Зинченко изображен на тех самых кадрах с камер наблюдения у дома Фарион, и это строится, этот вывод, именно на выводе этой экспертизы. Кроме того, для портретной вот этой вот экспертизы было использовано фото, снятое одной из жительниц дома на Масарика 3, в то время, когда ряженый человек в панамке и в очках сидел на стульчике в дворе дома, где проживала Фарион. Давайте с вами честно опять по новой и по пунктам разберем, почему же вывод этой портретной экспертизы не только сомнительный, но и по большому счету несостоятельный. Первое и главное слабое место, о котором почти никто не говорит громко, таково. Эксперт Довженица сравнивал Зинченко только с одним единственным фото подозреваемого. Эксперт Довженица не проводил сравнение фото человека в панамке и очках с теми 80 людьми, которых полиция на этапе розыска признала похожими по первичным визуальным признакам с совпадением от 40 до 62%. Представьте, друзья, полиция отработала тысячи камер, выделила около 80 кандидатов, у которых нижняя часть лица, телосложение, одежда, рост. Все это совпадало в пределах от 40 до 62%. Зинченко был одним из этих 80. Его вытащили по другим косвенным данным, а потом эксперт Довженица получает задание сравнить фото, полученное во дворе на Масарика 3, именно с Зинченко. И только с ним. Ни одного из тех 79 других похожих людей эксперт не видел, не сравнивал, не проверял, не оценивал, у кого из них видимые части лица совпадают еще лучше или точно так же, как они совпадают у ряженого человека в панамке и очках и Зинченко. Почему? И это классический confirmation bias, то есть подтверждение уже выбранного определенного варианта. Эксперт не проверял уникальность совпадений в группе похожих лиц.
Он просто получил задание подтвердить то, что ему подсунули, как основного подозреваемого. В нормальной криминалистической практике, особенно когда лицо видно лишь частично, для надежности нужно проводить сравнение хотя бы с контрольной группой наиболее похожих кандидатов, как это делается при опознании. Здесь же этого не сделали. Вывод экспертизы получен в вакууме, без проверки на ложноположительный результат. И это огромнейшая методологическая дыра. Второе, не менее важное. Видимая часть лица на фото человека в панамке и очках всего около 35%. Именно это фото и сравнивалось с изображениями Зинченко. Верхняя часть на фото полностью закрыта широкополой панамкой и темными очками. Видны только нижняя треть лица, нижняя часть носа, губы, подбородок, нижнеподбородковая зона, частично щеки, мочка уха, кстати, заблюренная на фото, шея и иногда пальцы. Глаза, брови, верх носа, лоб, форма волос – все это скрыто. По любой методике портретной экспертизы, даже по классике Зинина и рекомендациям Минюста, для категоричного вывода о тождестве требуется достаточная совокупность индивидуализирующих признаков. А когда доступно лишь 35% лица, это в лучшем случае позволяет говорить о сходстве по общим групповым признакам. Форма подбородка, толщина губ, общие пропорции нижней зоны лица. Но это не индивидуальная идентификация. И таким образом это не позволяет исключить других людей, а таких около 79, с похожей нижней частью лица. Эксперт Довженицын говорит о высоком росте, о среднем размере головы, о средней длине темных волос, среднем размере носа. При том, что человек сидит, голова в панаме, нос под очками. Насчет роста вообще. Он, оказывается, заметил стоящий позади сфотографированный автомобиль. Какой высоты этот автомобиль, трудно определить. И вот как это все измерил Довженицын. На основе чего? Это либо фантазия Довженицына, либо, что скорее всего, грубая подгонка. Рецензия Киевского центра «Альтернатива» от 20 января 2025 года. Рецензент Юрий Попов прямо бьет по этим моментам. Маскировка не исследована должным образом, верхняя носовая точка недоступна для измерения, многие признаки определены с нарушениями, выявленные совпадения в основном общие, а не индивидуальные. Различия, например, по мочке уха
у Зинченко она свисающая, а на фото вообще ее не видно, она заблюренная, может быть даже специально, не устранены. Методика экспертизы применена с нарушениями. Это вывод рецензента. Но даже без рецензии, если эксперт не сравнивал фото человека в панамке и очках с другими 79 похожими кандидатами и работал с изображением, где видно всего 35% лица, его вывод о том, что это точно Зинченко, не может считаться научно обоснованным и достаточным для обвинения в убийстве. Друзья, на таких доказательствах строится все обвинение. Один эксперт без контрольной группы с частично скрытым лицом работает, и на это вешается пожизненное. Это не юриспруденция, это не криминалистика, это не наука, это опасный прецедент. Поэтому защите крайне важно в суде акцентировать именно на эти два момента, связанных с портретной экспертизой. Первый – отсутствие сравнения с другими похожими лицами из 80 проверенных полицией. И второе – недостаточность видимой площади лица 35% для категоричной идентификации. Если суд честно оценит эти недостатки, портретная экспертиза должна быть признана недостоверной и исключена из доказательств. Будем, друзья, следить за процессом, готовьтесь к жесткой борьбе. Она еще впереди. Спасибо за внимание, лайкайте, делитесь, комментируйте, поддерживайте канал донатами. Номера карт в закрепленном комментарии и в описании. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!